Здравствуйте, подписчики и гости канала. Я рада вас приветствовать на канале Свитерок. В сегодняшнем видео я хочу показать вам красивый ажурный узор. Это у нас ажурные ромбы. Здесь очень много ажура. Он очень легкий, очень воздушный. Смотрите, как он будет смотреться в изделии. Его лицевая сторона. Узор подойдет для вязания летних изделий. Также можно связать свитер из пушистой ниточки. Он будет смотреться легко и будет теплый. Так он выглядит с изнаночной стороны. Изнанка у нас идет полностью изнаночная гладь. А как вам этот узор? Пишите в комментариях. Раппорт узора у нас составляет 10 петель. Высоту узор вяжется 16 рядов. Для образца, который я буду сейчас вязать, я наберу 2 раппорта и плюс 2 кромочные. Того у нас получается 22 петли. Набираем удобным для вас способом. Я провяжу один установочный ряд изнаночными петлями. В дальнейшем мы его не считаем. Узор мы провязываем в лицевом ряду. В изнаночном ряду петли и накиды провязываем изнаночными. Так, первый ряд нашего узора, нашей схемы. Кромочную петлю мы снимаем. Далее у нас 2 лицевые. Следующие 2 лицевые провязываем вместе с наклоном вправо. Переворачиваем петли, провязываем лицевую петлю. Накид, лицевая, накид. Следующие 2 провязываем вместе с наклоном влево. Далее 3 лицевые. Это у нас один раппорт, и опять начинаем с первой петли. Далее провязываем 2 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо. Далее накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево. В конце ряда 3 лицевые. Кромочная. Второй изнаночный ряд, петли вяжем по узору. Третий ряд, кромочную снимаем, лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, накид, 2 вместе с наклоном влево. Далее у нас 3 лицевых, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, накид, 2 вместе с наклоном влево, и в конце ряда 2 лицевые и кромочная. Четвертый ряд изнаночный, петли вяжем по узору. Пятый ряд, кромочную снимаем, провязываем 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с наклоном влево, лицевая, следующие 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево,
накид, 2 вместе с наклоном влево, в конце ряда лицевая и кромочная. 6 ряд изнаночный, петли вяжем по узору. 7 ряд, кромочную снимаем, далее накид. Следующие 3 петли мы провязываем вместе лицевой петлей. Меняем местами 2-ю и 3-ю петлю. 2-я у нас под низом, 3-я сверху и 1-я петля, и вывязываем 1 петлю. Далее накид, 3 лицевые, накид, далее 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. Теперь между раппортами мы провязываем 3 вместе лицевой, меняем местами 2-ю и 3-ю петлю и провязываем лицевую петлю. Накид, далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, накид, а в конце ряда мы провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид и еще 2 вместе лицевой с наклоном влево и кромочная петля. Здесь у нас получается конец раппорта. Мы провязываем 3 вместе лицевой, а в конце ряда мы провязываем 2 раза по 2 петли вместе с наклоном влево. Так, 8 ряд изнаночный, петли вяжем по узору. 9 ряд, кромочную снимаем, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, далее 5 лицевых, следующие 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, следующие 2 вместе лицевой с наклоном влево, далее 5 лицевых, следующие 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая и кромочная. 10 ряд изнаночный, петли вяжем по узору. 11 ряд, кромочную снимаем, далее лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, следующие 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, следующие 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, кромочная. 12 изнаночный ряд, петли вяжем по узору. 13 ряд, кромочную снимаем, далее накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид,
2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая и кромочная. 14 ряд изнаночный, петли вяжем по рисунку. 15 ряд кромочная, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. Следующие 3 провязываем одной лицевой петлей. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 вместе лицевой. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, кромочная. 16 изнаночный ряд, петли вяжем по узору. Так, мы связали все 16 рядов нашего узора. Посмотрите, как он красивый, легкий, воздушный получается. Такие красивые у нас ромбики, дырочки. Узор очень легкий, быстро запоминается, справится даже начинающий. Так выглядит с изнаночной стороны. Всем спасибо за просмотр. Кто не подписался на канал, подписывайтесь. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнавать новости нашего канала. Ровных вам петелек, хорошего настроения и до скорых встреч!